Всем привет, меня зовут Татьяна. Мой канал посвящен вязанию крючком. И сегодня я покажу вам, как вяжется вот такой очень простой, но интересный узор, который называется крестики. Я покажу вам два способа вязания этого узора, точнее два способа кругового вязания этого узора. Первый это соединительными рядами и второй спиральными рядами. Узорчик этот вяжется только по кругу. Поворотными рядами его связать не получится, будет уже совершенно другой вид. Вязать я сегодня буду из хлопкового шнура толщиной 2 миллиметра крючком номер 4. И прежде чем просмотреть мое видео, я попрошу вас поставить лайк, нажать на колокольчик и подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Всем приятного просмотра! Для образца я набрала цепочку из 30 воздушных петель и замыкаю ее в кольцо. Делаю соединительную петельку. Далее приступаем к вязанию первого ряда. Делаем одну воздушную петельку подъема. И сюда же, в первую же петельку цепочки, провязываем первый столбик. Мы будем вязать столбик без накида, но он будет отличаться от классического столбика лишь захватом нити, способом захвата нити. Если при вязании обычного столбика я ниточку подхватываю снизу, то для того, чтобы получился крестик, я должна ниточку подхватить сверху. Вот так вот. Вытянуть петельку и провязать столбик. Далее провязываем следующую петельку, захват нити сверху и провязываем. И так далее. Провязываем весь ряд до конца. Итак, провязали 30 столбиков и делаем соединительную петельку, чтобы завершить ряд. Так, соединили. Далее воздушная петля подъема. И приступаем к вязанию второго ряда. В эту же петельку, в которую мы делали соединение, вводим крючок и провязываем первый столбик. И далее снова вяжем в каждую петельку по одному столбику. Так, вот здесь вот уже можно увидеть наши крестики. Но более четко мы их увидим, когда свяжем несколько рядов. Провязываем последний столбик. В соединительную петлю мы петельку не провязываем. Далее снова делаем соединение. Так, далее воздушная петля подъема и начинаем третий ряд. Не забываем провязывать первый столбик вот сюда вот в петельку, в которую мы делали соединение. Итак, вот я связала 10 рядочков, и здесь уже можно рассмотреть очертания наших крестиков, то есть здесь уже узор более выраженный.
Вот, посмотрите. Вот крестик, вот крестик, вот крестик. Но в таком способе вязания этого узора есть один, на мой взгляд, большой минус. Это присутствие вот этого шва соединительного. Поэтому сейчас я вам покажу еще один способ, как вязать этот узор спиральными рядами, чтобы этого шва не было видно вообще. Итак, набрала цепочку из 30 воздушных петель, соединяю. Так, сомкнули цепочку. Что мы делаем? Мы здесь не вяжем никаких воздушных петель подъема, не делаем никаких соединительных петель, то есть ряды мы не соединяем. Мы просто с первой петельки от крючка начинаем вязание основного узора. В данном случае у меня будет вот эта петля, в которую я делала соединение. Все, таким образом мы провязываем 30 столбиков до конца ряда. Обратите внимание, что здесь я обвязываю цепочку немножко по-другому. В первом образце я захватывала одну полупетельку, здесь я захватываю вот так вот 2 петельки, и край у меня получается немножко другой. Вот этот край, на мой взгляд, более аккуратный. Вот что у меня было на первом образце. Видите, такие дырочки остались. Здесь уже дырочек нет, и он с такой вот аккуратной каемочкой. Итак, я связала 30 столбиков, подошла к концу ряда, и здесь у меня остался последний, осталась вот эта вот соединительная петелька, я ее не провязываю, это соединительная петля цепочки. А дальше сразу перехожу к вязанию второго ряда, не делая воздушную петлю подъема, не делая соединения ряда, я сразу провязываю первый столбик в первую петельку предыдущего ряда. Так, и на этот первый столбик я устанавливаю маркер, который у меня будет обозначать первую петлю ряда. И этот маркер я буду в каждом ряду переставлять на эту первую петельку. И продолжаю вязание дальше. Закончили вязание второго ряда и сразу же переходим на третий. Переставляем маркер. И продолжаем. И снова связала 10 рядочков. И сейчас я вам покажу, как в этом случае закончить вязание, чтобы край получился ровным, чтобы не было вот этой вот ступеньки. Так, последнюю петельку распускаю. И вот здесь вот вместо последнего столбика я провяжу соединительный столбик, который у нас будет сглаживать как раз таки эту ступеньку. Так, маркер можно убрать. Теперь я отрезала ниточку, вытаскиваю хвостик. И вот здесь вот
можно еще этот хвостик протянуть вот таким вот образом, чтобы еще более сгладить край. Так, ну вот как-то так. Обычно еще по краю изделия делается обвязка, и тогда этот край вообще будет не видно. Ну, то есть он, обвязка еще сгладится и будет идеально ровным. Вот, посмотрите, и здесь уже нет никакого шва. Со всех сторон образец ровный и красивый. Ну что ж, на этом я буду с вами прощаться. Если у вас остались вопросы, вы можете их задать в комментариях. И, конечно, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезности. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.